нашу Шкоду расстояние. Наша задача сделать 3000 километров и сделать так, чтобы эта машина не сломалась. Мы выдвигаемся, начинаем свой путь из Варшавы, с этого прекрасного отеля, практически в центре Варшавы. И мы сегодня выдвигаемся в Австрию, в Вену. Посмотрим, как машина себя ведет. Сможет ли машина за $1800 доехать до места назначения. Вот в таком хостеле таксист поселился. Буду день, короче, шкириться тут. На таком дальнике думать о будущем, о жизни, смотря на свою уставшую рожу. Короче, все, выдвигаемся, погнали! Едем сегодня на этой красавице, прямо не снимая наклейки, с шашкой поедем. Пускай видят, что едет настоящий таксист. Еще очень неприятная ситуация. Чувак наехал на люк и пробил поддон. Оставил свою машину, ее за неуплату повесили каблук, и сейчас ее используют как арт-объект. Брат, забери свою тачку. Смотри, какие гадости на ней пишут. В общем, первые 300 километров машина сделала за 2 часа. Вот, пока едет отлично. Ну, я, короче, больше 160 не держу, потому что погода испортилась и шел ливень, а так машинка едет вообще супер. Ну, вот расход на 150, на 160, 10 литров на 100 километров. Ну, неплохо. Если бы ехал медленнее, то, конечно, было бы более дешево, но время тоже стоит денег, сами понимаете. Красота. Dama. Так, ну что, половину Чехии уже проехали. Одна газовая заправка не работала. Единственная заправка газовая встретилась мне где-то в горах. В общем, как вы понимаете, украинцы и белорусы популяризировали приусы в Польше на газу, а тут, по всей видимости, они абсолютно не одупляют, что и как, потому что газовых заправок тут не так много. Но цена 15 крон, что в 2 раза дешевле, чем чешское топливо. Через 150 километров будет уже Австрия, Вена. А там газовых заправок, сами понимаете. Ну, давайте посмотрим. Но если их там не будет, то цена путешествия увеличится ровно в 2,5 раза. В общем, машинка идет идеально. Я просто удивлен, то, что за $1800 можно купить космолет, который бороздит просторы Европы. Ребята, многие из вас пишут ко мне в комментарии, спрашивают, как же все-таки устроиться в Варшаве в такси. И многие из вас не имеют первоначального капитала, к примеру, для аренды приуса, для того, чтобы дать залог на этот приус, и для того, чтобы даже заправиться. Да, бывает разная ситуация у многих людей, но не отчаивайтесь, вам не обязательно садиться на велосипед и ехать на доставку. Появилась такая уникальная возможность работать в такси под процент. Сейчас я расскажу, что это такое. То есть вы садитесь на новенький приус, вы работаете и зарабатываете до 50% с каждого заказа. То есть, как эта система работает? Требования такие. Работа с 8 до 8, то есть фиксированный график, 6 дней в неделю с одним выходным, который вы выбираете сами. Также есть условия. Если вы накатываете 300 злотых, вы получаете 30% с общей суммы. Если вы накатываете 400 злотых, соответственно, 40%. И 500 и выше, вы зарабатываете 50% с каждого заказа, притом не вкладывая ничего, вы не платите ни за топливо, абсолютно ни за чего, ни за какие ремонты, это все делает владелец. Вы просто работаете как водитель. Я уже поработал по схеме, которую предлагает Андрей, мне очень понравились приусы, на которые он сажает водителей. Вот, и я заработал денег, именно поэтому я могу себе позволить сегодня домой поехать вот на этой красавице. Ссылочки на Андрея будет в описании. Вот такой вот замочек есть возле заправки газовой. Заправка прямо возле границы с Австрией. Газ на 20% дороже. Но это лучше, чем ничего. Короче, все. Въехал в Вену. Что я знаю о Вене? О том, что тут очень дорогие парковки. Все очень дорого. Больше я
по своему опыту сказать не могу. Вот это город конкретно для того, чтобы ходить по нему пешком. Сюда на машине лучше вообще не заезжать или брать отель, где есть парковка. Пока что ничем особенным он не примечателен, но надо будет посмотреть на него днем. В принципе, как я и говорил, одна ночь 29 евро парковка в отеле. Думайте сами. Да, и еще я забыл сказать, тут отели говно. $100 ночь. И плюс, получается, парковка 29. Оп. Есть контакт. Пока, в принципе, проблем с газовыми заправками у меня не возникло, потому что я все грамотно посчитал, но в Австрии почему-то я их не могу встретить. По всей видимости, только в Польше такие бичи, как я, живут. Сейчас я пошел отдыхать, и завтра мы продолжим наш с вами путь. Я на разбитого человека похож. Австрия. Это что такое? Ты чё? Чего? А? Сука. Ах, находимся на крыше. Видок, конечно, довольно-таки неплохой. А я-то думал, почему они воду не дают. Оказывается, она из Альпов идет тут чистая. В отелях воду не дают. Ее можно пить и даже нужно, говорят. Минеральная вода. Спасибо большое, Шкода Фабия, за $1850, что дала возможность нам видеть такую красоту. Спасибо большое, надеюсь, и дальше ты нас довезешь домой. Какой красивый парк. По всей видимости, любой человек может высадить свои собственные розы и за ними ухаживать, по всей видимости. Потому что тут именные кусты. Это круто. Действительно круто. Съездить в Вену на такси. Это созвучно жизни какого-нибудь миллионера, но уж точно не моей. Однако, на удивление, я не обману вас, если скажу, что это правда. Шкода такси на газу проделал этот путь из Варшавы в Вену за 7 часов и 683 километра. Были участки, где ехал 160, а были где и 50. При расходе 60 литров газа ценой $45 в сравнении с билетом на самолет получается, я смог сэкономить как минимум $235 на человека. И это если летать в Европейском Союзе. Сколько бы это стоило, если бы я летел из вашей страны, мне в теперешней ситуации даже сложно представить. Кстати, напишите в комментариях, сколько стоят билеты именно из вашего города и летают ли оттуда в Австрию самолеты. Я в этом городе не в первый раз. Последний из которых был 7 лет назад на моем корче Мерседес. Вы можете посмотреть это видео по ссылочке вверху или в описании. Я до сих пор не понимаю, как меня впустили тогда в Европу на таком дырявом корыте, как я вернулся обратно. Однако по предыдущему опыту я знал, что плюсы, въезжая на собственное авто в Вену, на этом заканчиваются. Как и любой город старой Европы, он жутко перегружен на трафик, постоянную нехватку парковочных мест, и я вообще молчу про бесплатно. Я даже про это просто не заикаюсь, потому что на улице, на платных местах, если они найдутся, ты не имеешь, к примеру, права оставлять тачку более чем на 2-3 часа. Ее нужно постоянно убирать или перегонять. Парковочные билеты нужно покупать в табачных киосках и жутко париться, чтобы тебя не эвакуировали, потому что, как и жизнь, штрафы тут конские. 32 евро. Еда чемпионов. В Польше я попитался целую неделю на это. Бесплатно можно стоять только на выходных и опять не везде. Поэтому я сразу брал отель с паркингом и проплачивал его на целые сутки. В нашем отеле паркинг стоил 30 евро в день, а оставаться нужно было на 3 дня, чтобы все успеть посмотреть. И поэтому груз своих 2 тонн железа, который ты постоянно возишь за собой, немного меня напрягал. Все-таки не привык я, несмотря на опыт жизни в Европе, платить за парковки. И сейчас я вас готов прокатить на своей новенькой золотистой Шкоде Фабии. Смотрите, как тут красиво. Вообще обалденно.
Вот гулял бы и гулял, больше ничем бы и не занимался. Да, и, кстати, и вкусные точки, обратите внимание, тоже имеется. Ребята, всем привет! Меня зовут Влад Шериф, и, возможно, вы уже меня видели на канале Олесь, и, возможно, вы уже знаете, что я занимаюсь тем, что помогаю трудоустроиться в такси с нуля, с поиском жилья, поиском автомобиля, сбором всех документов для лицензирования. И если вы хотите себя попробовать в этой сфере, хотите приехать и начать работать в такси, либо уже находитесь здесь и хотите начать работать в такси, то специально для подписчиков Олеся мы приготовили вам подарок по ссылочке в описании, скидку 10% на любую из моих услуг. Переходите, пишите, буду рад вам помочь в кратчайшие сроки сесть за руль и начать зарабатывать деньги. До встречи. Ну уж если наша Шкода доехала до Австрии, стоит поговорить об этом городе более детально. Uber и Bolt в этом городе наряду с местными таксофирмами работает тоже, но минимальная поездка на экономне в час пик будет стоить от 10 евро, что дороже, чем в Польше. Мне кажется, таких дешевых поездок, как в Польше, в Европе нет нигде. Таксист в Польше вообще до сих пор не считается профессией. Надеюсь, это когда-нибудь изменится. Тем не менее, Польша вообще рай для пассажира, ведь за 10 евро в Варшаве можно проехать весь город вдоль и поперек 2 раза, попутно заехав за пивом. Но тем не менее, в Вене цены на такси ниже, чем в Париже, где я был в марте этого года. Там 30 евро за 11 километров – это нормальная цена. Притом индеец или шоколадный заяц, везущий вас, будет это делать с таким лицом, что вам станет неловко от ощущения своей никчемности. Лично я не сразу понимал после таких поездок, кто тут приехал из Африки, водитель или я. К сожалению, народ в Вене поражает своей надменностью. Город, несомненно, цивилизованный, красивый и чистый. Не зря он попадал на первое место по качеству жизни в Европе, однако местные люди тут холодны. И, к примеру, официанты в ресторане, не спросив твоего разрешения, сразу запишут себе чаевые в чек-автоматы. И после того, как ты выложишь далеко не малую сумму, можешь даже не надеяться на улыбку. Мне кажется, на народ тут давит, по моему сугубо личному мнению, груз прошлого величия утраченной империи. Если итальянцы смогли справиться, и общение с ними доставляет без преувеличения только положительные эмоции, то австрийцы — это люди с каменным сердцем. Официально население этого города у подножия Альп Вены составляет 2 миллиона человек. Вена занимает 6-е место среди самых богатых и крупных городов Европейского Союза. Тут расположены культурные, экономические и политические центры Австрии и Европы, ведь все вы слышали про австрийские банки и страховые компании. В Вене находится штаб-квартира таких международных организаций, как ОПЕК, ОБСЕ и резиденция ООН. История этого города очень интересная и многогранная. Его осаждали венгры, ступала нога Наполеона и пытались осадить турки. В 1679 году разродилась эпидемия чумы, из-за которой население уменьшилось на треть. К началу 20 века Вена с населением 2 миллиона человек занимала 4-е место среди крупнейших городов мира, уступая всего лишь Лондону, Нью-Йорку и Парижу. Но поражение Австро-Венгрии в Первой мировой войне Австрия утрачивает свое былое влияние. Вена, наряду с Будапештом, в который мы с вами обязательно заедем на обратном пути, была одной из столиц Австро-Венгерской империи. После Первой мировой войны, повлекшей за собой развал Австро-Венгрии, население Вены сократилось почти на четверть и расти перестало. Режим австрофашизма, пришедший к власти в 1934 году, не смог сохранить независимость страны, и в 1938 году в Вену вступили немецкие войска, а Гитлер аннексировал Австрию под соусом притеснения немцев. Тем не менее, если вы спросите меня, стоит ли хоть раз побывать тут, я отвечу утвердительно да. Только готовьте свои кошельки, ведь это место не терпит финансово слабых людей. Журнал Economist поставил Вену на 2-е место в мире по комфортности проживания после Мельбурна и Ванкувера. За счет мягкого климата Вена является одной из немногих столиц Европы, на территории которой выращивается виноград. Ням-ням. Вот и прошли двое суток в Вене. Тут, конечно, очень вкусный кофе. Нам придется сейчас ехать через горы 4 часа, 400 километров в сторону Хорватии. Хорватия буквально с этого года стала членом Евросоюза. И посмотрим, пропустит нас или нет. Как за туалет дергаешь. Нас выгнали из отеля. Сказали, нельзя использовать их паркинг, даже платно. Ну а где тут найти паркинг в центре Вены? Вы мне можете объяснить? Ой, блядь, какой здоровый подъем. Ну все, начинается приключение. И парковки по 50 евро. Все это нас ждет. В этом городе на машине смотреть нечего. Единственное, что мы будем сегодня тестировать, это самую дорогую парковку в Вене, которая находится возле оперного театра. Это самое козырное место миллиардеров. И мы сегодня будем там парковать свой такси-автомобиль. Видите, лицензия есть. Значит, можно и тут таксовать, получается. Но у нас нет времени таксовать.
нам надо отдыхать. Можете обратить внимание, тут парковки есть, да, вроде бы. Но, видите, везде стоят какие-то знаки. Не на понятном языке. Я это все переводить отказываюсь. И намного проще взять крытую парковку и, короче, там оставить машину. Смотрите, тут недвижимость какая грамотная. В общем, мы в самом центре практически, да, и я уже видел, как штемпа одного эвакуируют, поэтому это дало мне еще больше уверенности, что нужно ехать на нормальную парковку, где ты точно будешь знать, что твоя машина, потому что если меня эвакуируют, мне придется по всему городу тратить время ездить, машину забирать, а у меня уже был такой опыт в Испании, и нам сегодня предстоит большой путь. Поэтому лучше всего перестраховаться, заплатить эти 30 евро или сколько там надо будет, но зато точно знать, что твою машину никто не обкрадет, твое имущество останется в полном порядке, и ты сможешь уехать. Как бы такая позиция. Поэтому за получается, за трое суток в Вене только 100 евро у меня уйдет на парковку. На основное время мы будем ходить пешком и ездить на ногах. Так, ну тут где-то надо, короче, ребята, найти паркинг. Как вы понимаете. Так, ну что, в какую полосу нам надо? Грац, Линз. Что нам надо делать? А, вот паркинг. Все. Я вижу, видите? Надо ориентироваться на эту буквочку. Давайте сейчас глянем. Смотрите, штамп тоже стоит. Тут. Ну что, берем тикет. Короче, как видите, 4 евро в час. Погнали. Друзья, насколько вы знаете, у меня есть еще второй канал, который называется Олесь Гроднев Лайф. Там я снимаю в основном свои покатушки и свою работу в такси и много того, что не связано с ремонтом автомобиля. Его вы найдете тут по ссылочке и по ссылочке в описании. Спасибо большое, что ты посмотрел это видео. Если у тебя есть какие-то вопросы, ты можешь написать о них в комментариях под этим видео. Я обязательно отвечу. Если тебе понравилось, поставь лайк. Если ты хочешь увидеть новое видео буквально через неделю. Ты узнаешь о том, как я проехал пол Европы на этом такси и в какие проблемы ты сможешь ввязаться, если ты попробуешь повторить мое приключение и поехать на своем авто, во сколько денег это может встать. Спасибо большое, что посмотрел это видео, и до новых встреч.